Сегодня на обзоре у нас байк, который мне предложил подписчик канала. Это Motard Husqvarna SMR 511. Так что тоже пишите в комментариях названия мотоциклов, которые бы вы хотели увидеть в выпусках, и естественно, которых еще не было на канале. Итак, начнем. Как только SMR 511 был представлен в 2011 году, он сразу же стал выделяться своим внешним видом, эксклюзивной компоновкой и передовыми технологиями. Мотоцикл выглядел стройным и утонченным. Цельная боковая панель проходит от переднего крыла и до заднего брызговика. При такой конструкции нет возможности зацепиться ботинками или штанами за края панели. Помимо эстетических и эргономических аспектов, новый дизайн также упрощает техническое обслуживание, поскольку к воздушному фильтру, заднему амортизатору и корпусу дроссельной заслонки легко получить доступ. Длинное сиденье, которое идет от заднего крыла и до рулевой колонки, обеспечивает полностью свободное продольное перемещение райдера. Плюс оно было изменено по сравнению с версией Enduro для повышения комфорта водителя в длительных поездках. Так как с 2007 года компанией Husqvarna владел концерн BMW, то SMR 511 досталась силовая установка от Enduro BMW G450X, производимая на тайваньском заводе Kymco, которая без изменения ставилась на модель SMR 449. Это одноцилиндровый четырехклапанный двигатель жидкостного охлаждения, которому повысили объем до 477 кубических сантиметров путем увеличения диаметра цилиндра, после чего он стал выдавать 45 лошадиных сил максимальной мощности. Подача топлива осуществляется с помощью электронной системы впрыска с двойной дроссельной заслонкой Keihin диаметром 46 мм, которая обеспечивает плавную и предсказуемую реакцию ручки газа. Однако у этого двигателя есть минус на постоянных высоких оборотах на трассе – это вибрация, которая передается на ноги и пятую точку. Но с другой стороны, этот мотоцикл и не проектировался для дальних поездок по шоссе, да и его 8,5-литровый бак к этому совсем не располагает. Вообще, сама идея SMR 511 заключается в централизации массы для отличной управляемости, то есть сосредоточение веса мотоцикла как можно ближе к центру тяжести, а также разработки шасси, которые идеально адаптируются к требованиям использования на дороге и в гоночной среде. А конструкция задней подвески с коаксиальной тяговой системой является революционной. Преимущества этой системы над традиционными просто огромны. Во время движения подвески по всему ходу длина цепи не изменяется, ее натяжение остается постоянным независимо от положения маятника, а износ цепи и звездочек заметно снижается. Также важным положительным эффектом для ходовых качеств является заметное снижение воздействия нагрузки на трансмиссию, плюс к этому улучшается управляемость и устойчивость мотоцикла. В продолжение темы централизации массы SMR 511 хочется отметить интересную конструкцию топливного бака, состоящую из двух частей. Основная находится под сиденьем и вмещает 6,5 литров топлива, а меньшая объемом 2 литра находится около двигателя, в ней размещен топливный насос. Общего объема в среднем режиме хватает примерно на 150 километров. Благодаря этому стало возможно расположение корпуса воздушного фильтра над двигателем, при этом фактически воздухозаборник находится на высоте рулевой колонки, чтобы свести к минимуму попадание пыли и воды. Регулируемая подвеска Marzocchi состоит из передней перевернутой 50 мм вилки и заднего моноамортизатора сзади.
За торможение отвечает система Brembo. Это один 320 мм диск с двухпоршневым суппортом спереди и один 240 мм диск с однопоршневым суппортом сзади. Husqvarna SMR 511 одна из самых мощных моделей супермотардов в своем классе. Да, он не такой мощный, как ETM 690 SMC-R, однако он заметно легче. Сухая масса составляет всего 118 кг, что вкупе с революционным шасси, в котором уникальная система задней подвески CTS повышает устойчивость и сцепление, дает отличную управляемость, которая дарит незабываемое удовольствие от вождения. А это самое главное. Плюс он заметно дешевле, что тоже немаловажно.